Эта история случилась на Аляске с одним из местных смотрителей. Мужчина шел вдоль речки, высматривая перспективный участок, когда перед собой заметил волка. Хищник пребывал в очень естественном положении. Волк смотрел на человека неприязни, но не пытался ни напасть, ни сбежать, он продолжал лежать на месте. Немного приблизившись, мужчина понял, что хищник угодил в капкан. Рассмотрев животное, мужчина понял, что перед ним волчица, а также, что она еще кормит своих малышей. Что человек не мог понять, так это как помочь животному. На приближение человека волчица реагировала злым рыком. Мужчина решил пройтись по округу и попробовать найти волчат. Стояла ранняя весна, и мужчина вскоре заметил следы волчицы, пойдя по ним, он нашел и логово животного. Волчата были живы, но голодные. Собрав малышей, мужчина пошел обратно к реке. Когда мама увидела своих малышей, она начала выть от счастья, волчата тут же бросились к ней и начали есть. Пока волчица кормила малышей, мужчина сделал несколько попыток подойти к ней, но каждый раз животное реагировало злобным рыком. Чтобы задобрить животное, старатель решил его накормить. Поев, волчица стала немного добрее, но все еще не подпускала к себе. Мужчина остался с животными, соорудив себе ночлег просто на берегу. Утром человек проснулся от того, что вокруг бегали любопытные волчата. Малыши не боялись человека и с самого утра принялись исследовать все вокруг. Весь день мужчина разговаривал с волчицей, играл с ее малышами, стараясь показать, что от него не исходит опасности. Еще день понадобился хищнику, чтобы довериться человеку, но на третий день мужчина заметил, что гнев животное сменило на милость и больше не рычит при его приближении. Старатель подошел к животному и протянул руку. Волчица никак не отреагировала, так старатель понял, что пришло время действовать. Едва человек разжал капкан, животное выдернуло свою лапу и убежало прочь. Лапа была ранена и затекла, но животное не подпустило человека вновь, чтобы он мог осмотреть ее лапу. Мужчина понадеялся, что со своим ранением животное справится самостоятельно. Волчица и малыши пошли в лес, а человек отправился домой. Вновь у реки мужчина оказался спустя 4 года. Он решил прогуляться по берегу, вспоминая прошлое приключение, когда на его пути появился волк. Заметив человека, хищник начал вилять хвостом, и старатель понял, что это его давняя знакомая. Все это время волчица не покидала свою нору. В лесу раздался вой волков. Старатель решил, что некоторые из голосов могут принадлежать волчатам, которые он когда-то спас от голодной смерти. Немного посмотрев на человека, волчица пошла в лес. Старатель понял, что она рада их встрече и благодарна ему за спасение. Мужчина признался, что воспоминания о совершенном им хорошем поступке всегда вызывают у него радость.